Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми встречами с политологом Александром Лазаревым. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Александр, ну что, разворачивается инфраструктурная война. Достаточно тяжелый обстрел пережил Киев прошлой ночью, в ночь на четверг. Там утром были еще определенные дроны. В общем, 12 погибших, и это неточная цифра, она будет расти, около полусотни пострадавших. Это Киев. И вот здесь возникает очень интересный политический фон. Понятно, что это трагедии, понятно, что это разрушение, понятно, что действительно эта война, она заходит в очень тяжелую стадию. Украина бьет по нефтеперерабатывающим заводам. 3 из них поразили. В Самарской области 2 и в Краснодарском крае 1. И в ответ получает, кроме сорванных, в России имеется в виду сорванных рейсов, вот эта проблема с логистикой, проблема с бензином, проблема с переработкой нефти. В ответ получает Украина проблемы с Укрзалезницей, железными дорогами, потому что прилетело в депо, сгорел Интерсити. Это означает, что конкретно били по ЖД-инфраструктуре. Из того, что известно, опять-таки, многое же неизвестно, куда попадали и откуда такой дым над Троещиной. В общем, мы четко понимаем, что там обстрел вот этих всех элементов инфраструктуры – это в том числе и какая-то переговорная позиция. Ведь неделя эта должна быть под знаком переговоров. Ермак с Умеровым к Виткофу отправляются. Всякие там совещания проводятся. Рубио там собирает европейских чиновников. Политико пишет о том, что обсуждаются гарантии, о том, что какая-то третья сторона, возможно, силой зайдет, имеется в виду контингентами, которые будут патрулировать демилитаризованные зоны. То есть это все переговоры. А вот эти жертвы, ужас, трагедии, разрушения, это получается их часть? Это, к огромному сожалению, сопутствующие потери, которые есть во всякой войне. И я лично, как человек, приношу свои соболезнования семьям погибших. Причем, насколько мне известно, 3 детей погибло в эту ночь в Киеве. Это действительно очень большое горе. И, казалось бы, когда смотришь на такие происшествия, на то, что, как это касается обычных гражданских людей, не только военных, хотелось бы сказать, чтобы уже побыстрее это все заканчивали, не растягивайте, не затягивайте, люди обычно гибнут. Но, к огромному сожалению, мы с вами, зрители, это пропускаем через себя. Для политиков это всего лишь статистика. Сколько погибло, где погибло, потом можно этими фактами козырять в ООН, фотографироваться, приезжать, возлагать цветы к домам. Я уверен, сегодня такие кадры будут, если еще их не было. Там Кличко уже где-то на фоне на Олимпийской стрим ведет, как будто он является корреспондентом какого-то телеканала. Но я интересную новость сегодня у Шария прочитал. Не знаю, правда, неправда, но если правда, так я в шоке просто, что прилетела еще в одно из офисных зданий, и там как бы находились производители или закупщики дронов, которые на официальном сайте своем указали этот адрес. То есть, это верх уже, интеллектуальной стерильности, которая могла бы быть. То есть, я, честно говоря, не думал, что настолько возможно. Хотя после того, как Притула там на фоне дронов фотографировался и по НАУ прилетало, то я, честно говоря, не особо удивляюсь. Что касательно переговорного процесса и вообще позиций, как по мне, переговоры находятся в неком тупике. Одно дело публичное заявление, обозначение позиции. Другое дело, что мы видим, например, со стороны Украины четкое обозначение, что ни на какие уступки, которые предлагает Америка и Россия, Киев идти не собирается. Зеленский называется это позором, а не компромиссом. То есть ни территориальные вопросы, ни уступки территорий, ни нейтральный статус, ни блоковый статус он обсуждать не хочет. Опять-таки, он же понимает, что без этих вопросов мир невозможен. Конечно, понимает. И сразу застолбил за собой позицию, от которой он откатываться не будет. Мне кажется, что эта позиция очень четко согласована с британскими партнерами в первую очередь, которые вместе с коалицией желающих стремятся продолжать боевые действия
любой ценой, то есть любыми потерями территорий, жизни людей. Это же все в Украине происходит. Это же не у них, не в Британии, да, не во Франции. Поэтому им это выгодно. У них военно-промышленный комплекс заряжен. Им необходимо обосновывать такие колоссальные растраты. Более того, например, если мы возьмем высказывание того же Рубио, если не Ани Ливенса, насчет Байдена, который даже не считал и не понимал, куда он деньги дает в Украину. И, кстати, он назвал большой финансовой ямой Украину. И это очень четкое определение, потому что, например, для европейских бюджетов, для европейских стран до сих пор она таковой является. Туда заходят большие деньги, не под контроль, то есть неконтролируемые деньги из бюджетов. В случае Европейского Союза вообще ничейные деньги, деньги европейского бюджета, которые наполняют национальное государство, там они как бы теряют след, а потом оттуда они уходят на закупку вооружений в частные корпорации. Вот такая двухходовая схема по отмывке бюджетных денег. Зарабатывают частные корпорации дают откаты уже тем политикам европейским политикам высочайшего уровня, которые лоббируют это. Поэтому заканчивать боевые действия, заканчивать войну с точки зрения коалиции желающих нет никакого смысла. С точки зрения Америки, да, им бы, конечно, хотелось, и они заявляют о том, что вот под елочку, под Новый год было бы неплохо подписать мир, но я напомню, что американцев устроит и просто выход публичный из конфликта, не только мир. Если Зеленский упрется рогом, да, и там бриты с французами будут его поддерживать, американцы могут просто психануть, умыть руки и сказать: занимайтесь дальше сами, мы уберем прямые поставки вооружений и не будем делиться с вами разведданными. Что касательно там финансовой поддержки, Трамп уже сказал, что он не дает денег Украине. Да? То есть он как бы пытается зарабатывать посредством участия европейских посредников. То есть Европа платит, а дальше Европа с этим оружием может делать что угодно. Хоть все не утопить, хоть Киеву передать. Ну, то есть вот такая вот ситуация сейчас есть на полях, так сказать, переговорного процесса. Я не вижу сейчас никаких подвижек. Более того, обратите внимание, о Стамбуле речь не идет. Да? Раньше говорили, вот там подготовка еще к одному треку переговоров. Вообще все забыли. То есть как будто стамбульского процесса не было и нет. То есть он деактуализировался. Тоже интересный момент. То есть, Ну, это да. Вот, ну, а почему забыли? Потому что минимальные требования сторон разные. Есть на столе меморандум, который предлагает Россия. Есть на столе, ну, что-то похожее на предложение, то, что Украина предлагает. Похоже, и одно, и второе уже действительно в топку. В топку выбросили. В топку вот этой войны и в топку продолжения войны. Мне вот просто интересно, если есть вот такая ресурсная диспозиция, на которую вы указали, именно продолжение войны, военная составляющая, военные ресурсы, то на что тогда идет расчет дальше? Я просто вижу, что эта война превращается в какую-то... Ну, я помню, мы с вами неоднократно тоже там были в эфирах на украинском телевидении, и я всегда вот всем говорил, что, ребята, давайте что-то решать там, ну, это Донбасс, да, вот это Минские соглашения, потому что превратится все в какую-то Сирию или какой-то ближневосточный вариант вот этих войн. Они вроде как там перемирие, потом опять возобновляются, там постреливают, там убивают. Нормальной жизни нет, экономики нормальной нет, развитие все, в общем, как бы уходит под ноль, туда под плинтус, жирует там прослойка 2% населения, которое, в принципе, там редко и находится на этой территории, да, оно вроде как управляет, мотается туда-сюда по благостным странам и возвращается. А народ, ну, скажем, бедствует. И тогда это оказался пример такой достаточно, ну, такой специфический, мол, ну, что, в чем вы, какая Сирия, мы же все-таки государство. Слушайте, вот сегодня новости военного, как бы, да, поля, морского. Разведчики там вот дроны потопили или там повредили, а он потом ушел, там корабль Буян, ракетоноситель калибров. С другой стороны, потопили какой-то катер Севастополь в устье Дуная, ну, имеется в виду вооруженных сил Украины. Летят не просто там дроны, там модифицированные шахеды, еще что-то с интересными там начинкой немецкой и китайской, а летят еще уже даже зонды. Со стороны ВСУ на Липецкую область отправили зонды
То есть это вот как воздушный шар, зонд. Ну, то есть понятно, что это абсолютно неточное оружие, но эта война приобретает все более и более разрушительный, неконтролируемый характер. Кто будет контролировать эту войну, если Соединенные Штаты Америки денег не будут давать? Так не дают денег, значит, они никак не могут повлиять на то, что происходит. Да, им выгодно просто не влиять на то, что происходит, умыть руки и показать России, что они не участники процесса. Более того, публичная риторика администрации Трампа сейчас выстраивается именно в этом ключе. То есть мы не участники процесса, то есть мы мировой рефери, мы пытаемся решить проблему. Мы никогда никак не участвовали. Участвовала Америка во времена Байдена, сейчас Америка во времена Трампа. Это две большие разницы. И, собственно говоря, то есть мы не одно и то же, поэтому не надо равнять. И вот американцы показывают равноудаленность от конфликта. То есть они говорят, как Трамп заявляет, они просто там Путин не любит Зеленского, Зеленский не любит Путина, но я все-таки постараюсь уладить этот конфликт. То есть они уже удалились от этого и перекладывают всю ответственность на плечи Европы и Британии. В принципе, правильно делают с точки зрения геополитических раскладов, потому что если готовиться к конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе им необходимо иметь в мировом пространстве Россию в более нейтральной позиции, чем во вражеской, да, враждебной, потому что такой конфликт они не потянут, Трамп это понимает. Вот. Европейцы, в свою очередь, от этого тоже выигрывают, то есть именно европейские элиты, то есть не жители европейских стран. Ведь вспомните, буквально недавно Мерц публично выступил и сказал, что уже вопрос социального государства в Германии не актуален. То есть в Германии не актуален. Это первая экономика Европы. Всегда все смотрели на Европейский Союз и представляли там Германию, ну, помимо скандинавских стран, да, там Германия – это показатель, то есть Германия – это передовик. И вот смотрите, как там, как немецкие пенсионеры пьют кофе по утрам, по вечерам в кафешках, да, ездят там в кругосветное путешествие. Сейчас все, Мерц сказал, денег нет, ребята. А что денег нет? Потому что Европа стала заложником этой геополитической концепции, потому что от углеводородов отказались, кто-то северные потоки в воздух, да, поднял дальше. Начали закупать дорогие энергоресурсы, потом пошли вот эти пошлины, инвестиции в Америку, да, обратных инвестиций нет, заградпошлины, там сняли, там поставили. То есть, как бы европейская экономика от этого страдает. Но элита европейская приобретает невиданные масштабы доходов, потому что в спокойное время такие коррупционные схемы обосновать нельзя. То есть ты не объяснишь для жителя Парижа там, да, либо Мюнхена, почему из бюджета такие деньги должны уходить в третью страну. А сейчас есть объяснение, потому что в ином случае Россия нападет на Европу. И Украина последний форпост. Американцам на это плевать, у них свои задачи. А вот Европа пока еще на этой теме держится. Но если мы объективно будем смотреть на возможности США и на возможности Европы, то они, конечно, отличаются. Причем отличаются и качественно, и количественно. Мы понимаем, что, во-первых, военно-промышленный комплекс, как бы они сейчас невиданно не зарядили его мощности, он уступает американскому и по объему, и по номенклатуре производства. Это важно. И второй момент, самый важный. Пожалуй, у Европы нет федеральной резервной системы, как у Америки. То есть Европа не может дополнительно, да, печатать деньги и потом экспортировать инфляцию, да, на всю долларовую зону, да, то есть на весь мир фактически. Вот. И Европа вынуждена, если куда-то прибыла, значит где-то убыла, откуда-то забирать. И мы сейчас видим, что эти деньги уже изымаются из карманов обычных европейцев. А это в будущей перспективе влечет за собой социально-политический кризис в Европе. Понятно, пока мы все смотрим на тех же немцев, да, на тех же французов, которые им лапшу на уши навешали, они, ну да, ну что поделаешь, ну рано или поздно партии, например, правого толка, да, уже что там они набирают все-таки обороты и симпатии, те же АДГ в Германии, которые постоянно пытаются запретить и назвать ее чуть ли она там не крайне правая и вообще порождение прошлого века, да, весь негатив в себя впитывает, но люди тяготеют к этой партии. И так во многих странах Европейского Союза это начнется, когда ударит напрямую, очень жестко, да, по социальным благам, по зарплатам, коммунальные платежи еще больше вырастут. Когда будет бензин там не 2-3 евро, а 5,
что, условно говоря, немцы перестанут ездить на автомобилях, когда американские «Мерседесы» будут бороздить автобаны Германии, да, и будут стоить дорого, а внутри страны они купить не смогут, начнутся протестные настроения. И это фактически такой некий плацдарм для прихода правых сил во власть. И тогда эти глобалисты, да, остатки глобалистов, потому что в Штатах их потеснили, а в Европе они до сих пор на коне, они будут уступать место протекционистам, то есть правым политическим силам. И вот тогда начнутся большие проблемы и в Украине, в украинской власти. Если до того момента, да, не произойдут тектонические изменения, и в Украине к власти не придут действительно патриотические силы, которые закончат войну, которые вместо лозунгов, да, посмотрят на реальность и поймут, что затягивание конфликта выгодно, но отнюдь не Украине. Да? Россия в долгую может играть, а Украина не может. И это объективные факты. Об этом говорят даже американцы. Ну, И вот опять-таки, Украина не может играть. А с Европой, видите, Зеленский продолжает играть. И, в общем, ну, давайте так. Да, то, что он отметает вот эти все предложения, это ведь заслуга Европы, в том числе и поддержки финансовой, в том числе и другой любой поддержки. Плюс фактор внешней легитимности. Мол, так что там Лавров заявляет, чушь какую-то несет по поводу того, что легитимные, нелегитимные, подписи, не подписи. Зеленского признает де-факто Россия как главу режима, ну и все остальные, как, скажем так, ну, действующую власть. Стефанишина же посол, все. Там же, понимаете, такая же была история. То есть Стефанишина, коррупция, там вот эти уголовные дела, там вот ничего страшного. Нормально, уголовные дела не помеха. Посла принимают, агриман выдают, назначает Зеленский. Зеленский что? Подтвердил в очередной раз, ну, вот свою легитимность. Все хорошо. Тут возникает другой момент. Если так вот подытожить сегодняшний удар, безусловно, трагический, безусловно, большой, крупный. Интересный момент, кроме инфраструктурного, есть еще такой политический. Значит, ударили также по зданию, где миссия ЕС находится, а еще Совет Британии, ну, британский совет. То есть это сейчас вот берут и вот выставляют, смотрите, вот эти офисы покуроченные, вот обломки упали, повыбивало двери, окна. Мол, вот смотрите, какие русские чуть ли там не Британию и Европу атакуют уже сейчас в Киеве, в Украине. И это как бы должно подзадорить, там, давать больше, вкладываться больше, участвовать больше. И тут, понимаете, стратегический план какой-то такой странный выходит. Значит, Россия, похоже, смирилась со своей участью обезжирить Европу. То есть, не знаю, насколько там получится. Ну, это ведь понятно, экспедиционная война третьими руками, чужими руками, то есть понятно. Но, по большому счету, в военном смысле США, ну так, подистрепались. Ну, потому что там Нетаньяху тоже сосет, так сказать, ресурсы, боеприпасы, и поддержку, и, ну, военную, скажем так, да. А тут Европа теперь начнет. Ну, Европа будет платить деньги. Значит, Америку немножко потрепали, теперь надо потрепать, получается, Европу. И только после Европы тогда война закончится. Вот же в чем загадка. И когда вот обсуждали на протяжении всей недели, что Европа там или европейские западные страны введут какие-то контингенты, да, то есть введут, не введут, все аналитики раскладку дают, что нечем, ну там условно тормозок не на что собрать, им положить в сумку или там обеспечить этих военных, чтобы они в каком-то количестве откуда-то приехали куда-то, ну там то ли на линию разграничения, то ли в тыл Украины, ну то есть все высказывают мнение, что не за что это делать. Нет на это ресурса. Но, тем не менее, вот такими ударами, я так понимаю, Европу толкнут на этот шаг. Трамп четко говорит, давайте, европейцы, шуруйте. Будете там охранять демилитаризованную зону или там миротворцы, ваши гарантии будут предоставлять. Действительно ли Россия, ну, не просто так с этим смирилась, со своей участью, и готова, чтобы Европа контингенты заводила, тратилась, в общем. Но вообще, если посмотреть на конфликт, да, вот на войну, которая идет в Украине там, последние 3 года, и посмотреть на нее не с точки зрения участника, а равноудаленной фигуры, мы увидим, что
Не считая там человеческих потерь, инфраструктурных потерь, там территориальных, да, в случае Украины, экономическом смысле, да, самый большой урон понесла именно европейская экономика. Именно европейская, с этим никто не поспорит. Мы только что там вкратце перечисляли те проблемы, которые были созданы, и они были созданы в первую очередь европейскими чиновниками, которые идеологическую канву, да, поставили выше экономической целесообразности, что смерти подобно для любого государства, потому что нельзя надстройкой замещать базис. Они это сделали. Вот. И идеология их загнала в определенную ловушку, из которой европейская элита не смогла выбрать. Не элита, европейские страны. Европейская элита действовала в этой концепции глобалистской, да, в антироссийской повестке, которая давала им возможности выполнять этот план максимум по истреблению, да, экономического потенциала Европы. На руку это было в первую очередь американцам. И здесь, как по мне, не отличаются взглядами ни администрация Байдена, ни администрация Трампа. То есть фактически они экономически обескровливают Европу. То есть идет некий процесс поглощения европейской экономики. А если мы еще выше поднимемся, там, не на геополитический уровень, а на уровень экономический, кризисный, да, то мы видим, что с 2018 года весь мир пребывает в новой фазе кризиса. А кризис, он, как ни крути, всегда экономический кризис является кризисом перепроизводства. То есть очень много игроков, а рынков больше не становится. Да? Никакие Колумбы больше континенты не открывают. Нету пространства, на которое можно продавать те или иные товары. Значит, идет передел рынка. И с кем делить мировой рынок американцев? Конечно, с первыми конкурентами, которые конкурируют и по качеству, и по стоимости производства, да, и дальше по списку можно идти. Это европейские страны. В первую очередь европейские страны. И Америка, поглотив европейскую экономику, обескровив европейскую экономику, поставив его под контроль, как это было после Первой мировой войны, как это было после Второй мировой войны, Америка всегда подымалась на этом. То есть Америка увеличивала запас прочности для своего государства и выстраивала все последующие кризисы. Понятно, с вкраплениями там где-то долларовую систему продвинуть, где-то новые колонии найти, где-то высосать нефть, потом там повлиять на разрушение Советского Союза, продлить себе время. Но, тем не менее, стратегия такова. И сейчас мы видим, что ничем она не отличается. Россия в этой ситуации действует в очертанной канве. Да? То есть я не буду говорить, многие там говорят, что это есть какой-то там мировой сговор. Я в это не верю. Я просто вижу совпадение интересов двух глобальных игроков. Да? У одного там удар по европейской экономике, у другого там восстановление влияния в Восточной Европе. И, собственно говоря, эти интересы между собой совпадают. Пострадала, конечно же, Европа. Понимает ли это обычный европеец? Я думаю, что пока наполовину, скоро поймет полностью. Понимает ли это европейская элита? Так она, собственно говоря, является архитектором этой проблемы. То есть она ее и выстроила. Вместо того, чтобы взяться за протекционистскую политику, видя, как, например, неоглобалистские вот эти тенденции, в которые загнали, да, американцы, влияют на экономику государств. Но, тем не менее, то есть и все продолжается в этом русле, в этой канве. По поводу неоглобализма, да? И глобализма как такового. Серьезный сигнал? Или так опять пошуметь, поговорить и ни о чем? От Трампа, что Сороса старшего и младшего надо бы как бы, на нары. Я думаю, что, не любовь Трампа к Соросу, да, она давно длится. Причем еще с первой каденции у него были и резкие заявления по поводу Сороса. И более того, сейчас он конкретно обвиняет Сороса в тех протестах, которые были в Штатах, да, и что он подрывал американскую безопасность своими действиями, и вот необходимо его как-то наказать. Я думаю, пока это публичный удар. Что если за этим что-то последует, можно будет сказать, что Трамп серьезно взялся там за Джорджа, да, и Александра. Но Джорджу там уже, в принципе, без разницы. Ему-то осталось, сколько ему уже, под 100 лет фактически, да, там 90 с чем-то. Вот. Вряд ли его кто-то будет садить сейчас в тюрьму. Наверное, могут какие-то дела уголовные завести, но это будет больше похоже на цирк. То же самое, что там Байдена в суд тянут. То есть это человек, уже
в таком физическом состоянии находится, что вряд ли это даст какие-то даже публичные плюсы для Трампа. Нет, А тут же, понимаете, тут же публичное осуждение такой деятельности, такой политики и вообще организации. Это ведь, ну, достаточно, может быть, и эпохальные последствия иметь. но не Соросом же единым, да? Сорос он является частью этой и инфраструктуры мягкой силы, которая выстраивалась в странах третьего мира, да, ну и потом просто ее обернули против Трампа внутри Америки. И поэтому у него этот конфликт, он до сих пор длится, группы влияния, бизнес между собой, они имеют разные цели и разные взгляды как на Америку, так и на другой мир. Но сказать, что Сорос нанес какой-то непоправимый вред Штатам, ну это будет, наверное, большая-большая ложь. Ведь Сорос приложил максимальное усилие, чтобы Америка смогла мягкой силой зайти во многие страны и потом эти страны экономически обескровить. Если бы не Сорос, не его институты, не делегирование своих выкормышей на самые важные государственные должности, то американцам, наверное, бы нужно было проводить операции такие, как они проводили в Ираке, да, для того, чтобы там получить доступ к управлению активом. А Сорос, он просто разработал механизм, да, там, как он в свое время говорил, что вот там Поппер-то его прям учитель великий, и открытое общество, он вдохновился, и только потом всю жизнь действовал по открытым обществам, и фактически он открыл Америке весь мир, да, повторно, открыл в экономическом смысле. Но кто такой Сорос, я думаю, люди знают, и на чем он поднялся. Сначала и Банк Англии фактически уничтожил, вот, скупив, потом продав национальную валюту, нанес непоправимый ущерб. В 1998 году приложил свою руку к дефолту в России. Сорос был архитектором дефолта в России. То есть эти два события стали для Сороса визитной карточкой в мире финансистов. То есть показали его как одного из самого-самого продуманного человека в этом секторе. А дальше он использовал гражданское общество, политику для того, чтобы обогащаться. Но Сорос является проводником. Нельзя сказать, что это какой-то там серый кардинал американской политики. Нет, посредством его организаций американские окологосударственные и государственные институты внедрялись в другие страны и проводили свою политику. То есть это проводник, не более того. Поэтому то, что Трамп сейчас заявляет, ну, больше пока похоже на какую-то внутреннюю борьбу, да, и вы там меня трогаете, а я сейчас нанесу удар там по вашим, да, и кого же взять? Ну, Сорос, самый известный, самый демонизированный человек фактически в мире. Ну, если мы так оттолкнемся от происхождения Сороса и попробуем подумать, а что происходит с Венгрией сейчас. Значит, открыли нефтепровод, ну, восстановили его работу сегодня. Нефтепровод «Дружба», который стал, ну, такой предтечей достаточно серьезного, большого скандала с большими последствиями в дальнейшем. Но пока вроде как разошлись стороны. Там Зеленский шутил, венграм это не нравилось. Они, собственно, и словакам тоже. Да, они говорили, там, мы и рубильник можем выключить, и поставки дизеля. Танки же ваши и БТРы ездят на нашем, в основном, дизеле, на нашей горючке. Венгрия предпринимает ход. В общем, объявили сегодня, что, ну, офис венгерского руководителя о том, что командир ВСУ, который, ну, вот, обеспечивал этот удар, ну, руководил этим ударом, ему запретят въезд в Венгрию и в шенгенскую зону. Ну, вот как бы так, наказали, да, и поставки нефти возобновились. Надолго? Ну, это уже выглядит смешно. Командир ВСУ, ну, как будто он собственноручно отдал приказ, да, еще бы солдата, который это там исполнял, или агентуру, которая это делала, тоже запретили бы въезд, санкции наложили. Выглядит очень смешно и нелепо на самом деле. То есть, судя по всему, сказали просто не педалировать эту тему, и, да, и как-то ее замолчать. Но я бы обратил внимание даже на другое. Впервые в истории европейских лидеров, да, европейских государств, министр иностранных дел Венгрии Сиярто называет Зеленского не президентом, а бывшим актером. То есть бывший актер. Мы, говорит, можем выключить свет. Не свет, а поставки электроэнергии, которая импортирует Украина в основном из Венгрии 40%. Мы это можем сделать, но мы не хотим наносить
удар по украинским детям из-за действий бывшего актера. То есть, фактически, венгры даже и здесь показывают свое отношение к Зеленскому, даже не называя его бывшим президентом, да, потому что, ну, действующим они имеют право его не называть. Какая бы там легитимизация ни происходила на международном уровне, но легитимность тому или иному президенту дает только его народ, то есть прямым голосованием на выборах. Этого голосования не было, поэтому как бы человек является нелегитимным, и венгры на это намекают. Более того, называя его актером. Ну, таким легко-унизительно, да, в легко-унизительной форме. Но тот конфликт, который развязывает сейчас Зеленский, ну, для меня вообще, ну, у меня есть такое ощущение, что у человека задача сгорів сарай, гори и хата, да, то есть сделать так, чтобы у Украины вообще не осталось никаких нормальных взаимоотношений ни с одним соседом. Причем, более того, его стремление в НАТО, его стремление в Европейский Союз, понятно, это нереалистичное стремление, это затравка для украинского общества, что-то надо обещать. Но даже с точки зрения этой стратегии. Вот хотите вы в НАТО и Европейский Союз. Все же прекрасно понимают, что и в НАТО, и в Европейском Союзе решения принимаются единогласно. С венграми в конфликте, в жесточайшем конфликте уже высказывания летят всяческие. И Зеленский шутки вот эти отпускает, что дружба зависит от венгров. Ну, забыл, да, что это не конкурс капитана, все-таки международная политика. Венгры раз, словаки два, поляки 3, уже поляки, польские братцы, уже далеко не братцы. То есть с поляками вступают в конфликт, что поляки решили там часть украинцев лишить пособий, других лишить паспортов, кого-то депортировать, на границе ужесточить досмотры и пересмотры вообще въезда в Польшу, обретенное гражданство отнять. Вот, Зеленский грозится какими-то последствиями, но тем не менее, все же прекрасно понимают, что публичная фасадная часть вот этих процессов – это УПА, да, героизация УПА. Дальше вопрос Волынской трагедии, которая в Киеве опять пытаются замолчать и высказать, что это вообще несерьезная история. Для поляков это серьезная, особенно для президентов Польши, которые ориентируются на социологический опрос. Если поляков бы это не торкало, ни Навроцкий, ни Дуда, никто бы эту тему не поднимал. То есть вряд ли их сильно беспокоит прошлое, а не настоящее и будущее. Украина это понимает? Понимает. И тем не менее пытается из шкафа достать эти скелеты и дальше трясти костями, бегать по всему миру. Зачем? Вопрос. Казалось бы, вы же знаете последствия. Да, вы знаете, как на это будет реагировать Польша, с которой как бы там мир, дружба, жвачка, любовь, объятия Дуды, поцелуи, договор о конфиденциальности. Поцелуи Сибиги и его коллеги из Министерства иностранных дел Люксембурга ничего не переплюнет. Это было нечто. Сибига как обнимал этого люксембуржца, а он так подпрыгивает к нему, бросается на шею. Боже, я думаю, вот это дипломатические отношения. Очень, очень. Сравниться с этим могут только объятия Зеленского и Макрона. Да. Это, новый уровень дипломатии европейской. Ну, поэтому, то есть, я на это все смотрю, и я думаю, ребята, а вы не понимаете, что подобные вещи, да, из прошлого несут последствия в настоящем и в будущем? Понимаете. А зачем тогда достаете? Значит, необходима аргументация, почему Украина ни в ЕС, ни в НАТО не вступит, почему никакие гарантии не дадут, да? То есть, нужно чем-то это все покрыть, аргументировать. Вот если бы не было этих интеллектуально-стерильных ребят, которые с червоно-черным прапором бегали по Польше, то их полякам нужно было бы создать. Нарядить бы своих и отправить бегать с этим прапором, чтобы потом официально сказать, что мы таких людей не то что защищать не можем, мы их в страну пускать не хотим. Вот были же варианты, что это вообще российские диверсанты, завербованные. Россияне завербовали, вот это все. Правда, потом как-то дальше этого не пошло. Вербовали деда еще, наверное, да? Потом он на территорию Украины переехал, потом родил этого внука, да, и карту поляка ему выдал. Просто, понимаете, здесь вообще какой-то интересный момент, и, наверное, ключевой момент. Что вы думаете, станет ли переломной или какой-то новой отправной точкой движение к миру вот на этой неделе, завтра, послезавтра, да, вот этот визит Ермака с Умеровым к Виткофу.
Келога уже и так, и сяк, и орден дали Ярослава Мудрого, и молитвенный завтрак он там побывал, и комментарии дает, и с дочкой, видите, все вась-вась, дочь Келога, дочь Келога. Правда, там как-то так вот она тоже высказывается своеобразным образом. Ну да ладно. То есть эту сторону вот окучили Сибига, Ермак, да, вот это Трампа. А что с Виткофом и почему в таком формате? Насколько я понимаю, Рубио, он возглавляет этот процесс. Ему поручено, да, так сказать, обеспечивать эту коммуникацию и выходить на какие-то договоренности. А почему Ермак и Умеров с Виткофом встречаются? Ну, почему Ермак, это понятно, потому что Ермак уполномочен, хоть не юридически, но фактически принимать решения. Да? Умирова одного туда отправлять нельзя, как гражданин США, вот, полностью подданный, верно подданный американской политике. То есть он там на договориться может, что потом вернется, и Зеленский опять будет за голову браться, как это было в первом раунде второго Стамбула. Поэтому Ермак туда летит как основное действующее лицо, а Умеров, ну, так сказать, как дополнительный, да, человек, чтобы не скучно было. Почему с Уиткофом? Ну, Келлог – это свадебный генерал. Вот ему еще и орден дали. В принципе, да, история понятна. Человек, ну, имеет такую фасадную роль, которая не влияет на реальные процессы. Его специально отправляют исключительно в Киев, потому что он делает публично такие проукраинские заявления. Дотя его тоже. В Киеве все очень довольны. Америка с нами. Вот тебе орден Ярослава Мудрого. Дедушке тоже, собственно говоря, приятно. Да? Но это вообще никак не сказывается на реальных политических процессах. В Россию Уиткофа, простите, Келлога не пускают. Изначально были противоречия. Его сняли с этого переговорного процесса. Ездит Уитков. И вот Уитков уполномочен. Да? То есть он с первых узнает и позицию Российской Федерации, и возможные уступки, либо не уступки, на которые готовы пойти. И вот вызывает Ермака, и Уитков лучше кого бы ни было, да, в американской администрации и около администрации может объяснить дальнейшее действие и последствия тех или иных решений, которые будут приниматься в Киеве, либо диктоваться с Лондона. Поэтому они его зовут. То есть Трампу необходимо сейчас усилить переговорный процесс, видимо, его части, показать, что вот вся администрация вовлечена в это все. То есть все американские чиновники, лично Трамп, то есть все занимаются украинским вопросом. Получится продавить тему? Шикарно. Вот все, порешал. Но мне кажется, что не получится. И вот вся эта вовлеченность потом родит определенное высказывание, что мы старались, но они не хотят. Дальше сами. То есть все вокруг этого крутится. Я, к огромнейшему сожалению, я хочу ошибаться. Если я ошибусь, я буду самым счастливым человеком. Но, к огромному сожалению, все косвенные признаки, все маркеры, маяки указывают на то, что мира в ближайшее время не будет. Ну, смотрите, тут же тоже такой момент. Резко Зеленский начал заниматься внутренней политикой. Все вот сегодня заработали пункты выезда для 18-22-летних. Некоторые там ребята, ну, молодежь, да, там ночевали на границе, да, вот с 0 часов их выпустили. Всем напоминают, что нужно с 18 до 22 иметь учетные документы с собой, да, то есть должны быть резерв плюс или военный билет, или, ну, там, я так понимаю, приписное, в общем, какое-то отношение к военкомату, и выпускают. Причем одни сообщают, что есть там очереди какие-то, да, но на официальном уровне вышла представитель Погранцов, сказала: нет, никаких очередей нет, смотрите, все нормально, то есть просто летний период, там 1 сентября, вообще больше возвращаются, чем уезжают, поэтому, в общем, ну, как, don't push the horses, да, как говорят, ну, типа, ну, не придавайте никакого значения, мол, есть и есть эта норма. А зачем она Зеленскому? Что это дает, если нас на официальная информация, опять-таки, потому что в группах разные, там ребята и себя снимали, и как они будут на границе, как это все происходило, и говорят, что очереди, прям они прям выезжают.
На официальном уровне все спокойно, все хорошо, прекрасная маркиза. Ну так а зачем тогда этот шаг? На самом деле очень странный шаг, да, с точки зрения того, что очень долго тема публично прогонялась, что необходимо понизить мобилизационный возраст, необходимо готовить к призыву там 20-летних, и эта тема как окно Авертона, да, открывалась, обсуждалась, Подоляк его вбрасывал, говорили о том, что все-таки этим будут заниматься, на это давят западные партнеры, это одно из условий поставок вооружений. То есть мы это все помнили, потом были заявления, что от Свириденко, да, о том, что все-таки это надо сделать, это будет сделано, но потом публично выступил голова Верховной Рады и сказал, что будут проводиться обсуждения, да, там на уровне гражданского общества и военных. И мне в тот момент показалось, что ну, на этом все и заглохнет. Да, вот обсуждения и все. Ну, уже забыли, и больше можно не двигать эту тему. Но оказывается, спустя день действительно принимается это решение. Вот, все пытаются хайпиться, там Леша Гончаренко бегает и кричит, что давайте-ка мы вообще откроем выезд для всех с 18 до 60. То есть тему запустили. Честно говоря, у меня только одно на уме. Да? Когда такое происходит, значит, возможны какие-то электоральные циклы. Может быть, придется подтверждать свою легитимность. Для Зеленского, для парламента, может быть, не для него, для кого-то другого. И вот этот подготовительный процесс ведется, потому что не случайно делает заявление Лавров о том, что мы его де-факто признаем главой режима, а подписать он ничего не может. Трамп с нервами и психами говорит, да что вы в позу стали, какая вам разница, легитимный он, нелегитимный. Давайте смотреть на реальные вещи, сейчас он руководит, вот решайте с ним вопрос. Да? То есть вот эти все вещи публично выскакивают, и параллельно с этим идут послабления. И эти послабления, они могут, быть, вот их можно, условно говоря, пощупать, да, в реальной плоскости только в электоральных циклах. То есть, чтобы снять определенный накал, чтобы снять напряжение, чтобы понравиться обществу, чтобы сказали, ну, послушайте, не такой же он и плохой. Все-таки вот хоть что-то там да сделал. А может быть и второй вариант. Может быть, что он сейчас разрешил этот выезд, да, а некоторые эксперты говорят, что с 20 понизят мобилизационный возраст до 23. И таким образом математически, то есть они высчитали, что наберут больше людей. Но пока нужно наблюдать, что-то за этим точно последует. Я не буду делать голословных заявлений, да, что именно. Но вот есть два направления. Либо мобилизация, которая будет усиливаться, либо какие-то электоральные циклы. Ну, цели какие? Ну, чтоб не бузели, это же участники картонного Майдана все. Ну, примерно в этом возрасте. Студенты имеется в виду. Но, с другой стороны, если они уже студенты, то это что, как бы, уходить из университета и уезжать из страны тоже странно. Плюс еще это возраст, когда, ну, условно, не за что переезжать. В любом случае, коммуникация с родителями. Понятное дело, что наверняка, ну, на месте таких родителей нужно позаботиться о том, чтобы, в общем-то, лучше там как бы за границей побыли их дети, потому что неизвестно, чего ждать в плане мобилизации и в плане... Ну, мы же понимаем прекрасно, что даже вот сейчас очень с подозрением к этому все относятся, что перехватывают на той же границе и заставят тебя подписать контракт 18-24. Чего нет? Ну, например, уговорят. Ну, и ты резко станешь добровольцем. Поэтому тут такой момент очень специфический. Конечно, каждый решает сам, как этой возможностью воспользоваться. Вернемся к обстрелу сегодняшнему. Опять-таки, понятно, что нам ничего не рассказывают. Есть соцсети, люди, которые там в местных группах каким-то образом там передают друг другу информацию. Это, понятно, не верифицированная история, потому что верифицированно официально об этом вообще никто не говорит. Сообщают о неких... Ну, понятно, да, Россия отчиталась, что ударили по военно-промышленным предприятиям, все как всегда. Но сообщают о неких странных ударах по, ну, условной Чернобыльской зоне. То есть 3 удара полетело вот туда. Значит, в самом Чернобыле вроде как радиационный фон не изменился по состоянию на утро, но вот ночью в Припяти
вот непосредственно, да, какой-то странный скачок был. Но всех успокаивают, это в пределах нормы, нормально, там все, ну, это, ну, как бы потолок допустимый демонстрируют вот те же паблики. Сложно сказать, вот, потому что все-таки зона отчуждения – это не только место, где можно, например, пшеничку выращивать и толкать на рынок в серую, в черную, перемешав с какой-то легальной. Это не просто место, где можно укрыться и спрятаться, а это еще и место, конечно же, во время войны используются как там какие-то военные объекты, безусловно. Насколько, как вам кажется, вот сейчас возникает вот этот вот очень острый вопрос. Некоторые военные, кстати, об этом публично тоже говорят. Ну, тут сложно сказать. Или говорят, потому что это действительно они так думают, это логически и с военной точки зрения правильно, то ли цену себе набивают, потому что, ну, где-то там на этих направлениях они стоят. Что учения Запад-2025, российско-белорусские, в принципе, закончатся тем, что контингенты пойдут, ну, то ли опять на Чернобыль, как мы это видели в 2022 году, то ли там на Ровно, перерезающим, рассекающим логистическим ударом, да, западные трассы перебивая, то ли на Киев. Ну, пока рано говорить о таких стратегических, да, перспективах. Для этого необходим, во-первых, там увеличение количества личного состава вооруженных сил. Сейчас конкретно говорю о Российской Федерации. Мы пока этого не видим. Понятно, там, что президент России заявляет о достаточном количестве, но мы не видим перегруппировки войск, да, то есть нету понимания, а зачем идти сейчас на Киев, а какая, условно говоря, в этом цель. То есть брать его под контроль, либо брать и о чем-то договариваться. Но первый вариант уже был, да, когда договаривались, в итоге договорились, что Россия отводит войска из Киевской, Черниговской области, а Борис Джонсон говорит, что давайте просто воевать. И это все затягивается. Я пока не вижу таких перспектив. Более того, о Киеве и речи не идет на данном этапе. То есть мы публично видели заявление Путина, да, и представителей дипломатии России еще во время Стамбула, когда речь шла об создании буферных зон. Но сейчас, на данном этапе, то, что публично заявлено, Россия как бы отказывается от создания буферных зон и принимает позиции, которые есть здесь и сейчас на земле. Но это дипломатические разговоры. Как оно будет на практике, если срывается переговорный процесс и не достигается никаких договоренностей, то логично дальше только один расклад. То есть это война, да, и война длительная, война на истощение. А там уже куда, так сказать, сапог ступит, да, там и будет уже разграничение. Это тоже объективные вещи, которые нельзя как-то откидывать либо отталкивать. Что касается зоны отчуждения Чернобыльской, но опять-таки, просто так там, ну, дрон еще может сбиться с траектории куда-то улететь, бог знает куда. Ну, дешевая штука на самом деле. На навигацию там и рэбы действуют, да, и само по себе может неправильно сработать. Но ракета – это высокоточное оружие. Это очень дорогое оружие, которое попросту абы куда, да, в лес, в дом жилой, либо там, не знаю, в гараж какой-то не отправляют. Уж больно дорого это. Ракеты всегда летят по заданной траектории, да, их можно сбить рэбом, можно сбить ПВО, и тогда они, бог знает, куда падают. Вот. Но если они летят в Чернобыльскую зону, да, то значит там что-то есть, да, там значит что-то, да, находится. Что там находится? Склады, может быть, какие-то системы ПВО, может быть, ну, вряд ли, конечно, расположение, да, войск, но, опять-таки, какие-то вещи, которые предоставляют там либо опасность, ценность, там могут находиться. Только по этой причине туда летит высокоточное оружие. Может ли начаться там наступление со стороны Беларуси? Ну, честно говоря, я пока не вижу, да. Я пока не вижу ситуации, при которой это выгодно здесь и сейчас делать.
Потому что тогда придется приложить очень много усилий для России, наверное, провести мобилизацию, чтобы удерживать такую линию фронта, да, с наступательной операцией, которая сейчас есть с такой протяженностью, и еще заходить с тыла. То есть это, действительно, личный состав должен быть очень большой. Потому что мы же учитываем, что там же не поля и степи, да, там города, городские бои – это ресурсно-затратные вещи. Мы же видим, что когда ведутся, последний там городской бой был за что? За Бахмут, там, да, не помню, сколько людей полегло. То есть это очень серьезные на самом деле вещи, которые просто так щелчком пальца не делаются. Более того, для того, чтобы заходить там с тыла, с фланга, необходимы, наверное, какие-то изменения на поприще там поставок вооружений, уменьшение количества личного состава. То есть все должно этому благоволить. Пока ничего не изменилось, да? Пока мы только слышим, что американцы не дают денег, но оружие со стороны Европы продолжает идти, и у Украины есть определенный запас прочности. Насколько его хватит? На полгода, на год с европейской помощью? Непонятно. Но именно по этой причине я не вижу каких-то резких изменений на фронте, которые можно было бы для той же российской армии воспринять. Все, это зеленый свет, можно идти дальше. Пока такого нет. Пока, понятно, постепенно позиции сдаются украинской армией, но не так быстро. Не так быстро. Смотрите, тут тоже такой момент. Все же, сколько веревочки не виться, да, все равно конец придет. Александр, тут понятно, что вот та же мы, как пока с вами говорили, да, уже увеличивается количество погибших, уже до 15 человек выросло, разбирают завалы, достают людей. А Сибига, тот, который обнимает люксембургского коллегу, уже опять успел подцапаться с Сиярта. Значит, Сиярта сообщил про комбата, или командира, да, которому запретили въезд за удар по дружбе, въезд на Шенген, и отвечает Сибига: как бесстыдно публиковать это после жестокой атаки террористического государства Россия. Питер, если российский трубопровод для тебя важнее, чем украинские дети, убитые Россией этим утром, это моральное разложение. Венгрия находится на неправильной стороне истории. Прокомментируйте, пожалуйста, высказывание главы внешнеполитического ведомства Украины. Мерзость. Это мерзость, причем в редкой степени. То, что они заявляют, то, что Сибига говорит, это не уровень дипломатии, это уровень 3 класса церковно-приходской школы, и то прогуленного 3 класса. Питер, если тебе... такое чувство, что они где-то сидят на лавочке и семечки плюют, 2 кента встретились. Да? Нельзя так общаться на международном дипломатическом уровне. Это во-первых. Во-вторых, что ты прикрываешься смертями детей? Послушай, если бы вы хотели прекратить эту войну, вы бы давно мир подписали еще в 22 году. Сколько бы детей живых осталось? Сколько бы людей живых осталось? Сколько бы территорий в составе страны было? Если бы вы хотели не бабки на этом колотить, а реально сесть и решить по миру все, да, заключить мир и дальше нормально двигаться в направлении восстановления, да, и улучшения жизни не государства, а людей. Но им же на это наплевать. И когда вот этот вот человек, да, начинает рассказывать о том, что жизни детей, как вам не стыдно? А как вам не стыдно, уважаемый Сибига, Зеленский? Вам не стыдно в глаза матерей смотреть, там по Люксембургам ездить, по штатам улыбаться, потом цветочки приносить? Вы ж жизни эти как статистику воспринимаете. Ваши же дети в безопасности находятся. Там, где дети Зеленского, Сибиги и прочих, да, туда ракеты не летят и дроны там не падают. То есть они сидят себе очень ровно и хорошо себя чувствуют. Там, где их родители, там тоже войны нет. Там все хорошо. Поэтому, когда они начинают из своего рта произносить какие-то вещи о погибших детях, хочется сказать: Бога побойтесь, да, ведь за все это ответить придется. Реально не надо манипулировать такими вещами. Но, опять-таки, Александр и уважаемые зрители, где мораль, и где душа, и где совесть у этих людей? Мне кажется, они лишены и первого, и второго, и третьего понятия. И давно лишены. Потому что зарабатывать на крови собственного народа могут только отъявленные негодяи. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли.
Спасибо большое. Друзья, всем большое спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на Лазарева, ставьте лайки этому видео, пишите в комментариях, что думаете. А главное, берегите себя и друг друга. Увидимся. До скорого. Добра и света.